Почему астрология не работает? Очень часто человек, читающий описание своего знака зодиака, возмущается о том, что описание не совпадает с его характером и поведением. Почему так происходит? Давайте разбираться. Зодиакальный круг четко разделен на 12 равных частей, в которых управляет определенный знак. Казалось бы, все просто. Каждый год в один и тот же день Солнце переходит из одного знака зодиака в другой. И в этот же момент меняется зодиакальная принадлежность и характер. Например, 20 апреля человек рожден Овном, а 21-го уже Тельцом. Однако так думают только те, кто общается с астрологией исключительно посредством популярных гороскопов. Объясняем, почему границы между знаками зодиака нестабильны, и раскроем астрологические тайны переходных знаков. Вы, наверное, обращали внимание, что во многих гороскопах разнятся дни вхождения Солнца в очередной знак зодиака. Где-то пишут, что Дева начинает править 24 августа, а где-то 23-го. В одних источниках указывается, что Водолей наступает 21 января, а в других – 20-го. И так практически со всеми знаками. Это связано не с тем, что составители астрологических прогнозов непрофессиональны, а с тем, что на самом деле каждый год дата перехода из знака в знак варьируется. Так, например, считается, что Лев вступает в свои права 23 июля. Однако в 2013 году он пришел 22-го, в 18 часов 56 минут по московскому времени. Телец же, который согласно общепринятым стандартам, начинается 21 апреля, в 2012 году вообще потеснил Овна 19 числа, в 19 часов 12 минут. Поэтому, исходя из нестабильности времени перехода, в общих гороскопах дается средний показатель границ между знаками. Однако астрологи придерживаются разных систем, вследствие этого усредненные числа в многообразных источниках отличаются друг от друга. И если вы родились на стыке и хотите точно узнать, к какому знаку зодиака вы принадлежите, обратитесь к компьютерным программам, к таблицам-эфемеридам, либо к профессиональным астрологам. Помимо того, что каждый год знаки зодиака наступают в разное время, их границы размыты. То есть астрологическое влияние не меняется одномоментно. Чистыми знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак. Ближе к первому числу предыдущий, после 18 числа следующий. И именно те, кто родился в промежуточный период с 19 по 31, относятся к переходным знакам. Такие люди по-своему уникальны. Они соединяют в себе основные черты двух знаков зодиака. Берут от них иногда самое лучшее, а иногда, увы, самое худшее. При этом в каждом конкретном человеке, как правило, превалируют особенности того знака, к которому ближе его день рождения. Так, например, если вы родились с 19 по 25 августа, то вы в большей степени Лев. А если с 27 по 31, то доминирует Дева. Тем не менее, есть нечто общее, что можно выделить в каждой категории переходных знаков. Вообще тех, кто принадлежит к переходным знакам, можно назвать настоящими счастливчиками, ведь они черпают силу сразу из двух стихий. Огню. Вода дает спокойствие и мудрость, а земля – основательность. Вода, соседствуя с огнем, получает страстность и энергию, а воздух помогает справляться с тяготами жизни. Воздух, соединяясь с водой, получает мудрое восприятие бытия, а с землей – способность к выгодному решению бытовых проблем. Земле огонь придает динамичности, а воздух дарит умение развлекаться.
Многолетние наблюдения и расчеты астрологов подтверждают, что люди, рожденные в период с 19 до 1 числа каждого месяца, существенно отличаются от тех, кто принадлежит к чистым знакам. Поэтому, если вы относитесь к переходному знаку, то при прочтении стандартных гороскопов ориентируйтесь на два предсказания. Для того знака, к которому вы принадлежите официально, и для того, к которому вы ближе. Или составляйте свой персональный, астрологический прогноз.